Добрый вечер, дорогие друзья. В Беларусь прилетает Лавров, а я посмотрел интервью Пескова, где он очень интересно высказался о ситуации в Республике Беларусь. Я думаю, надо это с вами обсудить. Поехали. Друзья, огромное вам спасибо за то количество комментариев и лайков, что после вчерашнего эфира вы оставили. Я спал за ночь всего 3 часа, потому что у меня настолько переживания за братьев белорусов, что мне уже снится этот таракан, и у меня мозг всю ночь думает, как же его затоптать. К вам летит Лавров. И сегодня я себя поймал на мысли, а может все-таки все прослушки, что мы слушали, все прошлые выпуски на прошлой неделе, это не патриотический крот в КГБ Белоруссии слил. Может быть, это все-таки слили спецслужбы России? Смотрите, к чему меня это подтолкнула мысль. Летит Лавров, происходят сливы. На прошлой неделе Лукашенко, АГЛ, сделал 2 заявления. Первое. Он опять начал рассказывать России, либо дайте пряник больше, либо мы будем многовекторные. И то, что он подписывал с Путиным, что он лично срочно примет новую конституцию, он сделал заявление: я тут не при делах, занимайся парламент. Вполне возможно, в преддверии переговоров Лаврова ему нежно наступили на ухо и выпустили это в сеть, чтобы легче с ним было договариваться. Потому что от того, как приедет Лавров, зависит, встретится ли в декабре, там собрание ОДКБ будет, Лукашенко вместе с Путиным. Я думаю, сейчас на него будут очень сильно нажимать. Поэтому я бы хотел с вами разобрать 2 вещи. Одну я хотел вам вставить недельную назад пресс-конференцию Лаврова, но расскажу в 2 словах. Он рассказывает, что он счастлив, что митинги пошли на спад. Он рассказывает, что всего ходит по 2-3 тысячи человек. Из них, естественно, это все маргиналы, криминальные авторитеты. Европа заряжает деньги и проводит обучение, как делать коктейли Молотова и тому подобное. Но при этом он пару раз говорит, есть среди них умные люди, которые пошли на компромисс с властью и начнут сейчас нам писать новую конституцию. Но я не буду сегодня делать длинное видео. Я хочу с вами разобрать интервью пресс-секретаря Путина и его мысли о Беларуси. Удивил, кстати, интервьюер, который имеет паспорт Великобритании, но при этом работает на главном телевидении. Ведь прекрасно понимаем, госпропаганда задает вопросы, особенно на таком уровне, те, которые нужны. Если они с прослушками на одно ухо Лукашенко наступили, то в эфир для всех, что Лавров, и сейчас услышите Песков, как они любят Лукашенко. Поехали, начинаем. Я буду комментировать с паузами. Мы дорожим нашей дружбой с народом Беларуси. Да это даже не дружба, это же родственные отношения абсолютно. Знаете, я бы это назвал вот как перед сеансом в кино. Первый звоночек. Если у вас идет революция, и вам говорят родственные отношения, это первый звоночек. Вот у нас родственные отношения с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он же белорус. То есть вы считаете его своей родней? Ну, конечно.
Да? Я лично Я нет. тем более тоже, у меня родственники дальние тоже из Беларуси. Вот смотрите, Александр Григорьевич на протяжении всех своих 20, кажется, 6 или 7 лет президентства делал все возможное для того, чтобы в разных обстоятельствах кидать Россию. Здесь он просил у нас денег, а потом ехал к китайцам. Там он у нас, так сказать, требовал отдельные цены на газ, а потом договаривался с американцами. И, в общем, это происходит на протяжении всего его президентства. Почему мы так рьяно поддерживаем Александра Григорьевича? Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны. Видите, вопрос этот напрямую относится к Лукашенко. Ты нас кидаешь. Это в преддверии переговоров с Лавровым. А ответ – это, братья белорусы, вам второй звоночек. Легитимный президент. И нападают, защищают. И легитимный президент просит ввести войска в братскую страну. И мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что на протяжении больше чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживал, косвенно субсидировал белорусскую экономику. Не просто субсидировал, и не косвенно, а просто вся эта белорусская Ну, в экономика том-то и является дело. частью российской экономики. И, конечно, это потому, что мы ближайшие союзники, это потому, что это два родственных народа. И, конечно, мы дорожим друг другом. Дмитрий Сергеевич, но также Да. говорили несколько лет назад и про украинцев. Я решил вам записать это видео с обзором этого интервью, когда услышал именно этот вопрос. Да, мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся тоже двумя родственными народами. Но при этом уже не очень братскими. При этом не братскими, но все-таки за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе. Мы не думаем, что это, скажем так, такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Пока власть в Кремле будет у этих людей, эти антитела не пройдут никогда. Потому что то, что они сделали с братской страной, нагнав бурятов убивать братьев, это катастрофа для отношений. И Украина никогда им этого не простит. Да. Да, Как и коронавирусные. искусственно насажденные антитела русофобские пройдут быстро. Ну, смотрите, сколько И, людей... кстати, недавние выборы и итоги этих недавних местных выборов как раз и показали, что, На Украине. конечно, что антитела не такие сильные уже. Тут он чуть-чуть погорячился от счастливой победы. ОПЗЖ набрала 12% с половиной. Хотя для меня психологически это сложно, потому что это партия кума Путина. И каждый 9-й за нее проголосовал. Но они очень сильно за последние 5 лет залили деньгами медиаресурсы. Из 6, скажем, основных новостных каналов 3 принадлежат Медведчуку, где круглосуточно с утра до вечера местным, у вас я батьки, а у нас, наверное, я Путин, можно назвать, моют мозги. Если бы еще мы попадали с президентством, может, было бы все хорошо. А так, коррупция, конечно, штука очень жесткая, ее надо выжигать только каленым железом. Это, конечно, все наши страны разъедает очень сильно. Идем дальше. Вы понимаете, о чем Да. я говорю. Но давайте все-таки вернемся к Беларуси. Можно сколько угодно говорить, что протесты слили там и так далее, но тем не менее, это были сотни тысяч людей в очень маленькой стране, да, где фактически проживает 6 миллионов человек. Ну, там 3 миллиона живет
за пределами Беларуси. Несколько сотен тысяч человек в разных городах, в Минске, в Гомеле, в Витебске, в Могилеве, выходили и выходят, продолжают выходить на протесты против президента Лукашенко. При этом ни один из лидеров оппозиции никогда не занимал антирусскую позицию, в отличие от президента Лукашенко. Зачем же мы поддерживаем Лукашенко? Может быть, нам имело бы смысл посмотреть в другую сторону? Я просто очень сильно уверен, что этот вопрос задан в преддверии встречи. Что АГЛ, не дергайся, сдавай страну, а то мы посмотрим в другую сторону. Вы наверняка слышали различные мои заявления, когда я отвечал на вопросы журналистов по Беларуси. Это было не одно и не два заявления. И сейчас я убежден, что мне нечего добавить к тем заявлениям. Ну, Дмитрий Сергеевич. Да, по-прежнему считаю, что нечего. Все мои объяснения были абсолютно исчерпывающие. Вы без труда можете их все безусловно, мы все можем, восстановить. конечно, восстановить, но в данной ситуации, это же правда, люди русские, они в этом смысле очень чуткие. Они смотрят на всю эту телевизионную картинку, и их она беспокоит. Беспокоит разных людей, между прочим, с разной точки зрения. Но все эти люди настроены против Александра Григорьевича. Одни люди считают, что Беларусь вообще наша территория, и на границе России проходит... Тут я немножко неудачно обрезал, прошу прощения. Он сказал, граница России проходит в районе Бреста. Это как раз та карта, которую рисовал Лукашенко. А я хочу сказать в конце огромное спасибо всем пенсионерам Минска. Вы сегодня, в понедельник, сделали колоссальнейшее дело. Вы провели, не знаю, наверное, свой самый большой митинг, какой был. И то, что Лукашенко сегодня рассказывал, что нам надо воспитывать патриотов, потому что мы неправильно воспитали патриотов, сегодня все пенсионеры показали, что вопрос не в воспитании молодежи и патриотов, а вопрос в тебе, сумасшедший диктатор. Просто страну хотят ставить на современный менеджмент. И тебе сказали люди пока. Если мы с вами на одной волне, подписывайтесь. Живи Беларусь, слава Украине. Все будет классно. Хороших людей больше. Пока.